Привет-привет! Меня зовут Людмила Шпакова, и вы на моем канале «В потоке». Ну что, мои дорогие, сегодня мы с вами сделаем новый разбор, и название к нему звучит так. Что он скрывает, о чем боится сказать вам в лицо? Наш сегодняшний разбор будет на 3 позиции. Пожалуйста, загадывайте своих мужчин. Ну, а мы для начала сделаем небольшую сигнификацию, да, чтобы вы узнали, ваш или не ваш человек явился на наш разбор. Ну и после сигнификации мы с вами посмотрим первое, да, чувство человека. Вот я сижу, мне кажется, как-то кривенько, да? Ага, все. Посмотрим чувство человека к вам на сегодняшний момент времени. И, конечно же, о чем он боится сказать вам в лицо, да, что этот человек пытается от вас скрыть. Ну, от нас с вами, да, когда мы с вами в команде работаем, вряд ли он что-то скроет, девочки. Итак, двоечки, троечки идут у нас в ожидании. Начинаем с единичек. Кто пришел? Угу. Такой, знаете, непонятный товарищ, то ли злой, то ли грустный. Я бы сказала так. То ли злой, то ли грустный. Значит, ну, мужчина сам по себе не любит брать ответственность, хотя ему кажется, что он берет ее очень много. То есть, когда он с вами разговаривает, когда он о себе вот, рассказывает, как-то себя представляет, да, в ваших глазах, он очень много хвастается о том, вот я это сделал, ты знаешь, да, на меня всегда можно положиться, я человек, который всегда выручит, всегда поможет, да, подаст руку помощи и так далее. Но на самом деле, да, когда дело касается какой-то просьбы, которую вы с которой вы к нему обращаетесь. Вот так, да? Он действительно кинется вам помогать, но сделает все плохо, по шуту дураку. То есть здесь мужчина, ну, он, знаете, весьма своеобразный. Вы его просите сделать одно, он сделает совершенно другое, да, не то, что вы просили. Потом еще вас обвинит в том, что вы не так просили, или что он сделал, вы такая неблагодарная. То есть вот очень своеобразный мужчина. У него на все есть свой взгляд. Он считает, что он очень умен, и что его взгляд – это единственно верный взгляд, да, что никто по-другому смотреть не может и не должен. Вот. И, соответственно, любое дело, с которым вы к нему обращаетесь, будет сделано с его точки зрения, согласно его взгляду на эту жизнь. Вот. Значит, он считает, что у него какая-то связь есть, значит, с Всевышним, личная, прямая, прямой контакт, да, значит, и Всевышний сообщает ему о том, что ну вот что-то правильно, что-то неправильно, при том, что то, что этот человек делает или думает, это всегда как бы правильно, а то, что окружающие люди там хотят вообще, это всегда неправильно. Вот, значит, у него черно-белый абсолютно мир, и поступки людей он рассматривает с точки зрения черного или белого. Нет никаких других цветов. Или ты виновата, или ты не виновата. Или ты любишь, или ты не любишь. Вот, при этом он очень резок в своих суждениях. Вот знаете, у него, допустим, плохое настроение, вы что-то не то сказали, и все, он вас тут же помещает вот в какой-то черный список свой в голове у себя. И вы потом не можете понять, что он злится. Вроде бы вы ничего такого не сказали, да, почему человек начинает беситься, злиться, и как-то это все отражается на вас всегда. Значит, мужчина перед нами нереализованный. Неважно, сколько ему лет, но вот как будто бы, знаете, его жизнь – это все еще план на будущее.
Вот он живет и все время думает, когда-нибудь что-то случится, когда-нибудь я куплю себе дом, когда-нибудь я куплю себе машину, да. То есть вот он все это оставляет на потом, а сейчас живет, ну, некий черновик своей жизни. Сегодня я посплю до 3, завтра там я не могу пойти на работу, у меня голова болит, послезавтра вообще пошла в баню эта работа. Ну, собственно, свою ленность, неспособность к каким-то достижениям, он всегда скидывает на то, что другие люди неправильно что-то делают, что надо подождать, надо вылежаться, значит, его судьба еще не вступила в свое солнечное какое-то время, да, то есть, как говорится, жизнь еще не началась. Вот он с этой позиции всегда мыслит. Подожди, куда ты торопишься, жизнь еще не началась. Вот. При этом, когда вы его о чем-то просите, он а, очень быстро принимает решение о том, чтобы вам помочь, очень быстро начинает что-то делать, чаще всего делает это неправильно, не так, как вы просили. И после этого требует к себе глобального уважения, да, и вашего поклонения его персоне. Я же сделал, ты должна быть благодарна. При этом он может сделать на вот столечко, да, ну чуть-чуть совсем, а требовать благодарности, как будто бы, ну я не знаю, он луну с неба вам достал, да, и к ногам приволок. Хорошо, давайте смотреть. Давайте смотреть его чувства к вам. Ух, двойной дьявол. Ну, здесь одержимость, здесь присутствует такая, вы знаете, очень мощная одержимость вами и вашей неприступностью. Вы для этого человека как неприступная крепость. Он говорит, что вы зациклены на себе, очень хорошо знаете себе цену, вот. Можете как-то, знаете, определить лесть. Здесь дело в том, что одним из орудий этого мужчины, да, в завоевании женщины является лесть. То есть он начинает вот как-то, знаете, преувеличивать положительные качества женщины, ты там самая красивая, ты самая сексуальная. А вы на это смотрите так, знаете, свысока, так, все, мальчик, давай вот это пропустим, вот этот шаг этот мы пропускаем. Давай дальше. Какое у тебя ко мне дело? Вот, значит, он говорит о том, что вас не поймаешь на этот крючок, что вот вы какая-то такая, знаете, женщина, которая зрит в корень всегда. И очень хорошо знаете себе цену. Поэтому здесь мужчина испытывает вот невероятное, сумасшедшее, одержимое притяжение по двойному дьяволу, да, дьявол перевернутый иерофант у нас здесь выпадает, к вам, как к недоступной женщине, как женщине, которая в нем не нуждается, которая смотрит на него свысока и говорит: мелочь ты пузатенькая, гуляй, Вася. Понимаете? Вот. Очень-очень сильное притяжение. Конечно, эти чувства не про любовь. Здесь вообще не про любовь. Здесь про вашу недоступность. Про то, что вы самостоятельная, самодостаточная. А ему, как маленькому прыщику на попе, очень хочется вас продавить. Очень хочется взять вот такую всю самодостаточную и личиком в грязь опустить. Потому что он до вас допрыгнуть не может. И я думаю, что не сможет никогда. И у него бурлят вот эти вот эмоции внутри. С одной стороны, я ее до безумия хочу, потому что ну классная, ну вкусная женщина, понимаете? А с другой стороны, но после того, как она станет моей, я ей за все отомщу.
я ее лицом в грязь его так повалынь даю, да, чтобы знала место свое, чтобы знала, с кем связываться. Вот так. Ну, потому что, как нам показала сигнификация, да, у него там прямая связь с Богом, и как бы он считает, что ввиду этого все должны его слушать, преклоняться перед ним и хвалить. У него прям какая-то нездоровая тяга к похвале. Понимаете? Может, его мало хвалили, но вот он прям такой, типа, хвалите меня, хвалите. Ну, замечайте, замечайте даже мой маленький пук. Ну, давай, давай. Вот он такой. Ну, окей, хорошо. К главному. К главному. К главному. Что он скрывает и что же он боится сказать вам прямо в лицо. Ты меня победила. Сразу прям говорю. Ох, слушайте, вы его здесь урыли. Ох, я не знаю, в какую грязь он там вас собрался, но вы-то его здесь просто уделали. Просто. Я не знаю, что за соперничество между вами было. Значит, смотрите, что он говорит. Он боится признаться вам в вашем величии в его глазах. Вы в его глазах иерофант, десятка пентаклей, жрица, страшный суд, четверка жезлов. Это я все называю для тех, кто разбирается в Таро, да? Кто понимает, какие огромные энергии за этим стоят. Вы для этого человека учитель жизни. Вы какой-то образец. Образец самостоятельности, самодостаточности, силы, воли, движения к цели. Он хотел бы быть похожим на вас, до безумия хотел бы быть похожим. Я бы сказала, здесь мужчина очень хотел бы быть вами. Не то чтобы на вашем месте, а вами. Вот обладать вашими способностями, вашей волей, вашим умом. Значит, и, конечно, здесь идет преклонение перед вами. Сумасшедшее преклонение перед вами. Он боится сказать вам в лицо о том, насколько вы повлияли на него, на его становление в жизни, насколько он преклоняется перед вашим умом, перед вашей силой, перед вашей пентакливостью. То есть вы умеете привлекать деньги, вы умеете их зарабатывать. Насколько вы для него вот прям великий человек, я бы сказала так. Здесь идет преклонение перед вами. Просто сумасшедшее. А не говорит он это все. Ну, то есть, что он боится сказать и что он скрывает. На самом деле здесь только хорошие чувства. Здесь преклонение, восхищение. Человек просто снимает шляпу перед тем, как вы живете. Вот понимаете, здесь ведь разговор не о вас как о женщине. Здесь разговор о вас как о человеке. Он видит ваши достижения и ваши способности. И он здесь прям снимает шляпу. Он говорит, я перед тобой снимаю шляпу. Я хотел бы быть тобою. Мыслить так, как ты, жить так, как ты, получать такие же результаты от жизни. Но он скрывает такое отношение, скрывает такие мысли именно потому, что это унижает его самого. В сравнении с вами он чувствует себя каким-то маленьким-маленьким, где-то до 5 лет, мальчиком, который только научился там ходить, разговаривать и выражать вообще свои потребности, понимаете, и уж точно не знает, как ему зарабатывать деньги. Вот понимаете, то есть он не выносит такого отношения к вам в сферу вашего общения, да, в сознательную сферу. Он не признается вам в этом, потому что тогда он почувствует себя абсолютно незрелым, абсолютно никчемным, маленьким человеком.
А ему хочется вам пыль в глаза бросать, ему хочется показывать, распушать вот это, знаете, павлиный хвост, показывать, как он крутой. Вот что ему хочется перед вами. Ну, никак не признавать ваше величие. Но вот то, что он боится вам сказать в глаза, вообще ни слова плохого он сказать не хочет. Он боится сказать о своем преклонении, восхищении и о том, что очень похоже на то, что вы какой-то идол для этого человека. Идол, на которого он молится. Вот. Но признаться в этом тяжело. Вот. И еще он очень благодарен вам за то, что вы его то ли спасли от чего-то, то ли вытащили в какой-то, знаете, период его жизни, когда он думал, что он практически умер. Да, он говорит, она меня спасла от смерти. Может быть, вы буквально его спасли от смерти. Это такая вот явная благодарность. Благодарю вас, мои дорогие единички. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Двоечки. Двоечки, двоечки. Что бы это значило, да? Это человек с очень серьезными кармическими проблемами, кармическими долгами. Человек, который очень сильно провинился перед высшими силами, и сейчас он будет нести финансовое наказание. Значит, перед нами, во-первых, женатый человек, у него есть императрица, у него есть семья, у него есть дети, и человек этот находится где-то на расстоянии от вас. То есть это какие-то отношения на расстоянии. Значит, судя по всему, у него есть семья, где все достаточно благополучно, но там руководит императрица. И у него есть вы, где, ну, такая влюбленность, да, скажем так. То есть мы сейчас рассматриваем треугольник конкретно. Сейчас, вот в данный момент, у него и в семье неприятности, и, скорее всего, с вами какие-то неприятности. Может быть, нет общения, может быть, поставлены точки. Ну, он держит, да, и вас, и свою семью как бы в своем поле, но и тот фактор в перевернутых позициях, да, то есть энергии чего-то или уходящего, или я разберусь с этим позже. Вот, то есть и там плохо, и там плохо. Но есть и то, и другое, он говорит. Вот, значит, ну, сейчас он меньше всего, если честно, думает об эмоциях, потому что в его жизни наступила башня. Башня вышла у нас первым арканом, да, и она говорит нам о чем? О том, что его эго сейчас очень сильно страдает. То есть происходят какие-то события, когда он понимает, что не такой великий, не такой умный, не такой всемогущий. Все, чего он добился, может рухнуло сейчас. Он это все мог потерять. И он очень растерян от того, что он как будто бы, знаете, вот собирает осколки своей жизни и никак не может их собрать. Вполне здесь может речь идти о разводе, о том, что заговорила о разводе жена, и она ему обрисовала, в общем, все перспективы его в процессе развода, после развода, с чем он останется. И он здесь схватился за голову, да, что же я, ёкарный бабай, натворил. Вот. Значит, что еще нам о нем говорят? Говорят о том, что этот человек достаточно талантливый, умный, но он не использует и 50% своих талантов, потому что таланты, в которых он одарен, да, не могут приносить деньги. Ну, для него, в частности. Да, может быть, у него прекрасный голос, или, может быть, он пишет музыку, но при этом он не может при помощи этого зарабатывать. Допустим, он
зарабатывает финансами. Он может там финансист, да, бухгалтер, юрист, опять же. И получается, что вот эти таланты, такие творческие достаточно, они у него где-то хранятся. Он периодически приходит домой, садится там за барабаны, да, начинает что-то настукивать или играть на гитаре, записывать какие-то аккорды. Ну, то есть человек здесь одарен творчески, но не использует это. Возможно, занимается творчеством как хобби. Он занимается творчеством как хобби. Ну вот так, да. Хорошо. Давайте посмотрим чувства этого человека к вам. Чувства этого человека к вам. Угу. Скрывает страсть. Вы находитесь на расстоянии. Плюс к этому сейчас вы не общаетесь. То есть ваше общение, оно полностью заблокировано, поэтому человек здесь очень сильно скучает, за вами подглядывает. Значит, он подглядывает где-то в социальных сетях, в сети интернет, вот везде, где вы есть. И вы там должны быть, потому что, ну иначе как бы он подглядывал. Это не обсуждение вас с кем-то. Бывает, что человек пытается разузнать инфу через общих знакомых, да, вот как-то расследовать этот момент. Здесь этого не происходит. Здесь человек конкретно через расстояние где-то смотрит глазами за вами. Почему смотрит глазами? Потому что очень сильно скучает. Он вспоминает какое-то прошлое. У него, как знаете, ретроспектива ваших отношений пошла вниз, да, в прошлое уходит. Перед глазами постоянно какие-то картинки всплывают, то одного, то второго, ну, ситуаций, да, между вами. Может быть, то вы в постели, то вы что-то говорите, то какая-то ссора, то еще что-то. То есть вот это все у него в голове постоянно кружится, и он все время то одно, то другое вспоминает. И у него такая глобальная ностальгия по временам, когда вы были очень сильно от него зависимы. Он говорит, что раньше вы вот прям стремились к нему, вы готовы были что-то делать для него, вы очень сильно его хотели, желали, вы очень были привязаны, да, к нему. И судя по всему, у вас произошло какое-то эмоциональное расставание, да, может быть, поругались, может быть, замолчали, да, было какое-то слово не то сказано, может быть, вы что-то потребовали эмоционально, да, то есть он говорит, было эмоциональное расставание, после которого блок. Да, блок может быть буквальный, может быть просто в общении, да, тишина случилась. И он скучает не по вам настоящей, он скучает именно по той вот женщине, которая зависела от него, которая все для него делала, которая первая писала, звонила, которая искала каких-то встреч, искала общения, возможно. И вот это ваше поведение вызывало в нем чувство его значимости. Он говорит, я чувствовал себя настоящим жезловым королем рядом с ней. Я чувствовал, что я кому-то нужен. Я чувствовал, что я прям настоящий мужик. У меня сразу брались силы откуда-то, да, вот там работать, создавать, что-то делать. Без вот такого ее отношения я теряю эту силу. Здесь человек использовал вас как источник, и он сейчас по этому источнику энергии очень сильно скучает. Очень сильно скучает. Хорошо. Давайте посмотрим,
Что же он от вас скрывает? Что боится произнести вам в лицо? Так, вообще, на самом деле, мужчина вообще не хочет, чтобы вы знали, что он скрывает. Потому что просто вот какой-то блок энергетический был поставлен у меня. Преодолевая этот блок, продолжаю, да. Значит, что он хотел бы вам, ну, он не хотел бы это сказать, что он скрывает, что он вообще никогда бы, наверное, не сказал вам в лицо. Он никогда вас не любил. Он говорит о том, что он использовал вас. Он говорит, я скрываю и боюсь ей сказать в лицо то, что я никогда ее не любил, что вообще, в принципе, во мне не было чувств к ней. Чувств любви. Чувств любви. Я использовал ее как источник наполнения. Потому что она чрезвычайно ресурсная женщина, которая умеет создавать зону комфорта, которая умеет делать мужчину счастливым. Вы умели, когда вы общались, делать его счастливым по-настоящему. И вы ничего не требовали взамен. Он рядом с вами был счастлив, наполнен и использовал вашу энергию для того, чтобы работать, создавать, строить, кормить свою семью, воспитывать своих детей, да, и взаимодействовать со своей женой. То есть вас он использовал как топливо для той своей основной жизни. И именно об этом он здесь совершенно не хотел бы, чтобы вы узнали. Понимаете? Потому что, я думаю, он создавал у вас видимость влюбленного мужчины. Мужчина, который любит и готов целый мир положить к вашим ногам. Но на самом деле это была не любовь. И он в этом сейчас признается. И он не хотел бы, чтобы вы об этом знали, потому что он здесь до такой степени мне залупасил, как кляп в рот вставил, что не дай бог она об этом узнает. Это темные манипуляции, это бесчестные манипуляции вашим сознанием, вашими эмоциями, вашей влюбленностью. И манипуляции эти по шуту дураку. Этот человек, он никогда не брал на себя ответственность. Он всегда себя вел так, как будто бы ты там не дай, ну, если хочешь, конечно, если ты посчитаешь нужным, дорогая, дай мне эти эмоции, да, влюбись в меня, ну, если хочешь, ну, немножечко можешь влюбиться, да. Главное, помни о том, что я не свободен, я никогда тебе ничего не дам. Это будет просто любовь. Понимаете? Любовь без обязательств. Только любовь с его точки зрения – это только брать, брать, брать и ничего не давать. И отрезать вас в любой удобный, вернее как, в любой неудобный для него момент. Если вы становитесь угрозой его семье, если вы становитесь угрозой его образу жизни, вы безжалостно отрезаетесь. Вот, пожалуйста, его позиция. Значит, об этом он сейчас нам рассказывает, да? Но это то, что он просто ревностно скрывает от вас и никогда не скажет вам в лицо. Потому что эту голую правду он боится сам, да? И
прекрасно понимает, что как только вы это прям узнаете, поймете, услышите, вы откажете ему в вашей энергии. А ваша энергия – это живительное благо, которое он использует, да, для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы иметь туз пентаклей. Потому что он на вашей энергии даже деньги зарабатывает. Понимаете, как здесь все устроено у вашего мужчины? Ну вот так, мои дорогие. Ну, я думаю, что он поэтому сейчас в башенке у нас, да? Трендюлечков ему накидала Вселенная. Благодарю вас. Двигаемся дальше. Троечки. Кто к нам пришел? Ну, это человек, с которым у вас было какое-то прошлое общее. И вот, как говорится, он появился вновь. Мужчина, у которого очень много женщин. Ну, в принципе, он такой был всегда, да? То есть это человек, который... Что-то я так далеко сижу. Это человек, который считает, что мужчина – это полигамное создание, у которых должно быть много женщин. Значит, зачем кушать одно и то же варенье всегда, когда есть масса вареньев, да, а потом еще ну, варенья, наверное, правильно сказать. Есть еще масса пироженков, а есть еще масса тортиков и мяско. Да, как бы вот с этой позиции он смотрит. Значит, на данный момент у него 2 женщины, и ни одна из них не жена ему. Если вы смотрите на женатого человека, по справедливости здесь он может быть еще и женат, да, то ну прям как-то это немножечко too much, да, как бы немножечко слишком. Человек из прошлого, который проявился к вам, появился в вашей жизни вновь, в позиции жертвы. Меня снова кинули, меня снова обманули. Ты знаешь, она оказалась плохой, она оказалась сволочью, а вот ты всегда была светлым, ясным солнышком в моей жизни. Никогда не ведитесь на эти разговоры, девочки. Значит, здесь такое ощущение, что его кинули все, и вот он вспомнил про вас. Мужчина такой кайфажор поверхностный. Никогда он не углубляется в чувства, никогда он не пытается ничего проанализировать. У него всегда должен быть маленький гарем для того, чтобы, если бросила одна, побежать ко второй, если это не приняла, вернуться к третьей. То есть у него всегда должны быть женщины на выбор. Иначе он чувствует себя неприкаянным, он чувствует себя каким-то не таким. Понимаете, каким-то не таким он себя чувствует. Вот. Значит, всегда строит из себя жертву. Жертву эмоций. Я ее любила, она меня не любила. Жертву финансовую, да, меня обокрали. Она развела меня на деньги, она меня выставила. Или же жертва обстоятельств, у меня что-то случилось, я попал в аварию, ножка болит, хвост отвалился, родственники болеют, срочно нужны деньги. Да, то есть человек всегда в состоянии жертвы. И к вам он проявился снова из прошлого в состоянии жертвы. Опять у него какая-то хрень случилась. Да, помоги, спаси, дай. Значит, может просить денег, да, может просить помощи, любой абсолютно. Может просить секса, почему нет? Да, мне так плохо. Все мои женщины бросили меня, у меня секса не было полгода. Приди, удовлетвори меня.
Ну, здесь, короче говоря, вот такой вот товарищ, да, я думаю, что по всему тому, что я сейчас вам рассказала, вы уже портрет себе нарисовали, да, и поняли, ваш или не ваш. При этом он всегда очень мягко стелет, да, потом просто жестко спать на этом, но стелет мягко, кубково. Когда он проявляет интерес, он старается понравиться, сказать какие-то комплименты. Вы единственная, вы уникальная, вы важная, вы самая красивая, самая умная, самая сексуальная. И вот всегда это в таком преувеличенном формате, и все это очень навязчиво, чтобы вы растаяли. Да, поначалу. Вот он даже готов к тому, что вы поначалу будете рубасить, в мечах такая вся, да я тебя не прощу, ты козлина, да, ты что натворил в прошлый раз. И он такой типа, ладно, ладно, успокойся, ну сейчас не хочешь разговаривать, я попозже напишу. Пишет попозже, ну что ты там, чайку попила, тортик поела, как у тебя настроение. И вот знаете, без мыла влезет во все места. Вот так он себя ведет. Хорошо. Ну, давайте чувства посмотрим человека к вам. Посмотрим его чувства к вам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Моя прекрасная Матильдочка, о, как же я люблю тебя. Так, значит, девочки, вы должны сразу понимать, да, пятерка пентаклей на дне колоды говорит о том, что перед нами человек, который проходит разные стадии, да, в отношениях. Первая стадия – идеализация, когда он вас идеализирует, ставит на какой-то трон, говорит, какая вы распрекрасная вся. Вы влюбляетесь в это отношение к себе, да, а дальше наступает вторая стадия – стадия обесценивания. Стадия вашего унижения, обесценивания, дойки, да, как финансовой, так и энергетической. И когда человек нам говорит о том, что он сейчас в тузе кубков и дьяволе безумно вас обожает, а на дне колоды лежит пятерка пентаклей, это лишь говорит о том, что начался новый круг, да, и сейчас у него период идеализации, а придет все равно к обесцениванию, поверьте. Вот, значит, это я к чему? Это я к тому, что вы сейчас крылья не расправляли и не думали, что вот я сейчас скажу вам о любви с его стороны, и что это настоящая любовь, что она будет длиться вечно. Да не будет. Вы уже не первый день с этим человеком в отношениях, да, он человек из прошлого. Всегда вспоминайте, что было тогда. Девочки, вот всегда это лучшее лекарство от заблуждений. Вспоминайте, что было. Почему вы расстались, как вы ругались, что он говорил, как он себя вел. Человек не может вылечиться от агрессии, человек не может вылечиться от унизительных фраз, которые он когда-то произносил. Они все равно прозвучат. Значит, ну, только если он в монастырь ушел, да, как бы, но я так понимаю, он не ушел. Чувства. Я вспомнил, как люблю тебя. Я вспомнил, как был одержим тобою. Я вспомнил все эмоции, которые между нами были. Как ты нянчилась со мной, как ты меня кормила грудью, ну, образно выражаясь. Вот. Как я хотел тебя забрать от всего мира, унести в свою берлогу и там наслаждаться тобою, чтобы это был только я. Здесь много романтических слов. Вот. Чувство у человека сейчас есть. Да. Он вас идеализирует, он вас немножечко превозносит, приподнимает на своих ручках, да, зависимо от вас, он о вас очень много думает. Думает в основном категориями прошлого, фантазиями, о том, как вот вы как будто бы такая же, как тогда,
да, и вот это все опять у вас начинается. Он хочет нового витка отношений, конечно же, и хочет, чтобы вы вот прямо одарили его эмоциями, понимаете? Одарили. Заскучал парень без женщин, все женщины сейчас от него отвернуты, и он такой: не, ну так я не привык. Так я не привык, мне нужно, чтобы меня кто-то любил. Думает, что будете любить вы. Вот. Сейчас он вас очень сильно хочет, сейчас он к вам очень сильно тянется, привязан, он прям вот считает, что вы какая-то такая сладкоголосая сирена, которая его прям увлекает. И что же это такое, все как в старе, все как раньше. Вот у него сейчас такое, знаете, ощущение внутреннее, что я влюбился в нее как когда-то, как будто бы вот мы только вчера с ней познакомились. Окей, хорошо. Давайте посмотрим, что скрывает наш любовничок любвеобильный. И что он боится вам сказать в лицо. Что он скрывает, что боится вам сказать в лицо. Он вас бросил когда-то? Еще после этого вообще с ним разговариваете? Ах ты, это же еще, может, ваш бывший муж. Так, значит, смотрите, чего он тут боится у нас. Боится он, что вы вспомните прошлое. Боится он, что вы это прошлое вспомните на уровне ваших эмоций и на уровне того, что вы реально с ним пережили. А пережили вы его очень плохой поступок, он вас бросил, он завершил отношения некрасиво, поступил с вами отвратительно. Или он ушел к другой, это была измена. Или это были оскорбления, унижения. Или он поднял на вас руку, ударил вас. Но с его стороны были проявлены крайне негативные действия, да, в вашу сторону. Очень некрасиво он себя повел, и он об этом прекрасно знает и помнит. Вот это, знаете, разговор: давай забудем все плохое, вы ж как бы секите, девчонки. Ему очень выгодно, чтобы вы забыли все плохое, потому что плохого там было с горкой, поверьте, вот то, что я вижу. Значит, чего этот человек вам никогда не скажет в лицо? Он до безумия боится, он не расскажет о своем страхе того, что вы вдруг вспомните, как все по-настоящему между вами было. Как он уходил, как он обращался с вами. Здесь просто идет еще и перевернутая четверка жезлов. То есть он мог быть вашим мужем, это же одна из карт брака. Да? То есть он мог быть вашим мужем и уйти к своей тайной женщине. Или, может, он ушел и не к тайной женщине, да, но была некая женщина, которая все разрушила. Короче говоря, здесь мужчина ужасно боится, что вы вспомните о его полигамности, о том, что он вообще-то страшный изменщик и крайне нечистоплотен в своих связях, о том, что вы осознаете, что люди не меняются, о том, что вы осознаете, что он сейчас просто без ресурса, поэтому он к вам прибежал. Но как только он наполнится вашим ресурсом, он пойдет дальше, да, сеять доброе и вечное свое семя по свету. Вот. Значит, поэтому что он скрывает? Скрывает свой страх, скрывает то, что он прекрасно все помнит, что ничего не забылось. Он помнит о своем поведении, он его осознает, это поведение. Это, знаете, не из разряда: ты знаешь, я был пьян, и меня изнасиловала красивая женщина с третьим размером груди. Да, как бы это из разряда: я сознательно к этой женщине пошел,
понимая, что тебе будет больно, понимая, что ты, возможно, будешь очень тяжело это переживать. Я это сделала все сознательно, да, а сейчас я хочу, чтобы ты этого не помнила. Сейчас я хочу, чтобы ты вдруг стала страдать амнезией на эти события. Как-то так. Короче говоря, он сейчас будет к вам подкатывать. Чего там у него уже зачесалось очень сильно, да, и боится, что вы будете вспоминать. Крыть ему совершенно нечем, кроме как сделать вид, что он ничего не помнит и что вы неправильно все воспринимаете. То есть, ну, здесь может же быть газлайтинг такой легкий, да, ты все преувеличиваешь, все было не так. Ну, я этого не делал, да, просто ты так все восприняла. Это же все приемы такого газлайтинга пикаперского, да, который призван отшибить у вас мозг и включить опять эмоции. Понимаете? И он боится, что вы очень сильно повзрослели и поумнели, и что вы не включитесь в его игру. Вот что он боится. И никогда в лицо он вам не скажет именно то, что он очень хорошо осознает. Как он наследил, кто он такой, да, как он себя вел некрасиво. Он это все очень хорошо осознает, но сказать вам в лицо побоится. И искренние какие-то принести извинения перед вами он тоже побоится. Понимаете? Потому что это значит признать, каким он был по-настоящему. Да, без всяких вот этих танцев в сторону. Ну, как-то так, мои дорогие, такой у нас сегодня получился разбор. Да. Благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать вам только одного – встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!